Однажды житель Северной Ирландии Дэвид Фостер отправился на судне с другими пассажирами в речное путешествие по Амазонке. За время своего пути они причаливали ко многим берегам, знакомились с интересными людьми, наслаждались потрясающими видами природы. Иногда судно заносило в абсолютную глушь, которой совсем не коснулась цивилизация. Так Дэвид побывал на нескольких необитаемых островах, но на одном из них его ждало потрясение. Когда судно пристало к берегу и путешественник ступил на землю, он увидел, что к нему бежит настоящий скелет. Спустя несколько мгновений Дэвид понял, что это очень истощенная большая черная собака. Она была настолько худой, что на теле можно было пересчитать все ребра. Страшно подумать, через что прошло это животное. Ему пришлось пережить предательство хозяина, бросившего его на погибель в пустынном месте. Потом неизвестно, сколько времени обитать одному на этом пустынном острове и пытаться выжить. Тупо неволе возненавидишь человечество. Но несмотря на это, Негрита, так Дэвид окрестил собаку, была безумно рада мужчине. Она, не переставая, виляла хвостом и ластилась к путешественнику. Дэвид и подумать не мог о том, чтобы оставить бедолагу на острове. Он спросил экипаж судна, не возражают ли они против еще одного пассажира, и получил согласие. Отчаливать от острова предстояло только ночью. Весь день Дэвид и члены команды играли с Негритой, кормили ее, гладили. А вечером случилось непостижимое. Оказалось, что не все из пассажиров готовы продолжать путешествие с бродячей собакой. Поздним вечером, когда Дэвид лег спать, кто-то отвязал ее и отвел обратно на остров. Судно отплыло от берега без собаки. Ночью Дэвид проснулся и решил проведать Негриту. Собаки нигде не было. В панике мужчина упросил капитана вернуться к острову. Когда судно вернулось, люди увидели, что Негрита лежит на берегу и ждет их. Именно в тот момент Дэвид решил, что сделает все возможное, чтобы увести собаку в свой дом в Ирландию. Когда в следующий раз судно причалило к пристани в городе, Дэвид пошел искать человека, который мог бы ему помочь. Он познакомился с женщиной, которая говорила по-английски и была большой любительницей животных. Мужчина рассказал ей историю Негриты и договорился о том, что собака побудет у нее до тех пор, пока он не уладит все вопросы и не сможет забрать собаку. Также Дэвид дал женщине деньги на ветеринара. Ровно 5 месяцев понадобилось мистеру Фостеру, чтобы собрать все документы, необходимые для переезда животного в Великобританию. После этого собаку посадили на самолет в Сан-Паулу, и она полетела к своему новому хозяину. Увидев Негриту после нескольких месяцев разлуки, Дэвид был безумно счастлив. Собака была здоровой и жизнерадостной. Латиноамериканка очень хорошо о ней заботилась. Теперь у Негриты есть замечательный дом и хозяин, который ее просто обожает. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.